Здравствуйте, меня зовут Зираэль, и мы с каналом Unridden Revolution начинаем лекции для опекунов лошадей. Для кого эти лекции? В первую очередь для тех, кто не использует лошадей, у кого нет или недостаточно знаний о лошадях и особенностях ухода за ними, а также для все возрастающего количества веганских ферм, где живут животные, в том числе и лошади. Сегодня лекция первая. Базовые пункты менеджмента для опекунов лошадей, основаны на физиологии. Я подчеркнуто использую слово «опекун», чтобы поддержать современную тенденцию, когда лошадь перестает быть транспортом, едой, спортивным снарядом, развлечением и переходит в разряд друга, партнера, питомца и члена семьи. Итак, первый пункт. Много хождения на свежем воздухе. Лошадь должна максимально долго находиться на улице. Если климат теплый, можно все 24 часа. Лошадь – животное ходок. Много гулять шагом нужно и важно. От 12 часов 15-30 километров в день. Как стимулировать естественное хождение? Можно организовать пространство по принципу рай в ливаде. Можно завести какого-то компаньона активного, предложить лошади различные игрушки, разложить в разных местах сено, чтобы лошадь ходила от одной точки к другой. Различные игры в мяч, побегать, прогулки в руках и так далее. Второй пункт. Сено, вода, соль должны быть в доступе всегда. Кормовая база для лошади – это сено, сено и еще раз сено. Лошадь 12 часов в сутки должна жевать грубую пищу. Если ваша лошадь склонна к полноте или имеет лишний вес, небольшие порции давайте каждые 2 часа. В сутки обычная лошадь, около 500 кг весом, съедает 15-30 кг сена в зависимости от сезона. У лошадей в сравнении с объемом тела желудок очень маленький, он однокамерный. Тем и обусловлено то, что лошадь ест небольшими порциями постоянно. Также у лошадей нет желчного пузыря, а значит, что желчь непосредственно из печени по протокам приходит сразу в 12-перстную кишку. И если промежутки между едой будут слишком длинные, это приведет к гастритам и язвам. Соль должна быть обычная, с минералами это всего лишь как дополнение. Всегда лошадь должна есть с уровня земли. Это обусловлено и правильным стиранием зубов, которые у лошадей растут в течение всей жизни, а также очищением дыхательных путей. Когда голова у лошади наклонена вниз, дыхательные пути вместе с частицами пыли, каких-то грибков, естественно, очищаются. Осторожно с песком. Если у вас в ливаде песок, пожалуйста, не давайте лошади еду с песка. Стройте кормушки или используйте рептухи, потому что, поедая с песка, лошадь обязательно будет есть и сам песок, а он тяжелый, он не выводится естественным способом. Он откладывается в кишечнике и приводит к закупорке. Рептухи используйте безопасные и должны быть подвешены очень низко к земле. Безопасно это значит там, где нельзя зацепиться ногой, головой, зубами и так далее. С травой тоже осторожно. Нельзя лошадям давать молодую траву, сладкую траву после обильных дождей. Переводить на траву нужно постепенно, буквально по пучку в день. То же самое со сладкими фруктами и овощами. Не килограммами, не ведрами, а всего лишь штучно. Ламинитным лошадям или лошадям, склонным к ламиниту, вообще запрещены и сладости, и трава. И, конечно же, смену рациона или введение нового сена нужно осуществлять плавно. Расчистка копыт. Естественно, я не говорю про то, что подковы это зло, это и так понятно. Расчищаем согласно принципам «не навреди» и «лучше недо, чем пере». Хорошо разнообразие грунтов в ливаде, потому что активное стирание копыт избавляет вас от расчистки. Важно учиться расчищать лошадь на свободе, не фиксируя ее за голову. И даже если вы доверяете кому-то расчистку, важно знать процесс и анатомию копыта. Укрытие от непогоды и насекомых. Вариант, который слева, защищает исключительно от солнца и от осадков. А тот вариант, который справа, уже к тому же хорошо защищает и от ветра, и от насекомых. Безопасные заборы и ограждения.
Конечно же, никаких электропастухов, проволок, тем более колючих, никаких сеток рабиц. Опорные столбы не реже 1,5 метров. Идеально забетонированный металлический столб, потому что деревянные быстро гниют и расшатываются попами. Перекладины должны быть толстыми, от 40 мм. Идеально, конечно, пластиковый забор, которых я в России, к сожалению, не встречала, либо же железный забор в одну перекладину. Ливады. Всегда думайте, куда будет уходить дождевая вода. Либо устраивайте дренаж, либо уклон в ливаде. Максимально поддерживайте грунт сухим, но понятно, что и болото плохо, и пыльный грунт это тоже плохо. Если он изрядно пылит, проливайте водой. Повторюсь, разный грунт для стирания копыт и также места с сухим песочком для валяния. Конечно же, важна уборка навоза регулярно, особенно если ливада небольшая. Важно гуляние без недоустков и, пожалуйста, расчесывайте длинные гривы. Вот вам пример. Белая лошадь наверху запуталась ногой в собственной гриве. Лошадь внизу запуталась в гриве другой лошади. И вместо гривы точно так же они могли зацепиться и за недоуздок. Будьте внимательны. Зимой. Теплая конюшня и попоны. Денник для лошади 160 сантиметров в холке 4 на 4 метра это минимум. На самом деле, чем больше, тем лучше. Лошадь на фотографии имеет денник 7 на 5 метров. Обязательно, конечно, вытяжка, вентиляция, ежедневная уборка. Подстилка должна быть впитывающая и не пыльная. Если вдруг пылит, проливайте водой из лейки. И, конечно, попоны. Если лошади комфортно и безопасно, то, как правило, она спит днем лежа. Обратите на это внимание. Конечно же, общение. Лошади – это социальные животные. Напарник для лошади на самом деле может быть любой. Понятно, что идеальная лошадь, но если у вас живет лошадь одна, то уделяйте ей как можно больше внимания и не забывайте про взаимный груминг. Лошади – мастера попадать в передряги. И на самом деле это не смешно, потому что большинство случаев связаны с халатностью человека. Лошади справа легли поваляться и запутались друг в друге. И они не смогли встать, пока одну из них не перевернули. Слева просто ужаснейшая кормушка для сена, где можно зацепиться и головой, и ногой. А вот этих трагедий, скорее всего, бы не произошло, даже несмотря на то, что с одной стороны ужасный забор, с другой стороны привязанная какими-то веревками дверь, лошади зацепились за все подковами. Ну и попоны, конечно, классика жанра. Итак, мы должны создать максимально безопасную среду. Убираем все опасное, где можно застрять головой, застрять ногой, за что можно зацепиться гривой, хвостом, попоной, обо что можно поцарапаться. Всякие веревки, шланги, стекло и прочий мусор. Ямы засыпаем, колодцы закрываем, на окна ставим решетки и так далее. Ну и, конечно, наблюдение. Лошади всегда должны быть в зоне видимости. Либо должны быть камеры с записью и трансляцией в интернет, чтобы вы в любой момент могли посмотреть, что же там происходит. Ну и, конечно же, работник, если вы куда-то уезжаете. Итак, мы с вами пробежались по основным базовым моментам. По каждому из этих пунктов будет отдельная лекция. А на этом все. Спасибо за внимание и здоровья вашим лошадям!